Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел и Лариса Платонова. Идут новогодние, рождественские и предрождественские дни. И мы вышли сюда, на природу Святой Земли Израиля, чтобы надышаться этим чудесным, свежим зимним воздухом, почувствовать тепло израильской зимы и, соответственно, показать все красоты нашей израильской земли. Мы снова в Иудейской пустыне, где температура воздуха сегодня примерно плюс 21 градус по Цельсию. Ой, я чувствую какой-то удивительный запах. Наверное, фарсамон. Опять за фарсон. Нет, дорогой мой, это другой запах. Только я не могу понять, что это пахнет. Ты знаешь, это очень похоже на чебрец. Точно. Здесь растут кусты чебреца. И, скорее всего, они уже начали выпускать свои новые листики. И мы, наверное, наступили на один из кустиков, не заметив его. Давай-ка отыщем. Давай-ка найдем с тобой кустик. Вот они, вот он, смотри. Вот он, замечательный куст чебреца. Вы знаете, у меня немножко ностальгия, когда мы были совсем юными, молодежь такая веселая, выходили в походы, Керченский полуостров, мы путешествовали там, и там росли в степном Крыму такие вот тоже подобные кусты. Сейчас я сорву один листик. Какой прекрасный запах, конечно. Это был высший пик у нас. Заварить чебрец в чай. И вот такие круглой формы кусты чебреца растут в живой природе Иудейской пустыни. А вот еще чудо израильской зимы. Посмотрите, какой цветок, какая у него мощная, крепкая, большая зелень. Когда он только-только выбивается из-под земли, он напоминает прямо тюльпанчики. И вот в декабре месяце, как раз-таки в декабре он начинает выбиваться. Когда мы с паломниками приезжали в монастырь Саввы Священного, который находится в Иудейской пустыне, то все паломницы были просто в восторге от этих цветов. Им казалось, что это тюльпаны. Ой, посмотрите, посмотрите, тюльпаны. Так вот, это лисий хвост. Интересный очень цветок. Это одна из первых примет осени, когда он начинает, уже листьев этих нет осенью, за лето жаркое все листья пропали, он начинает выпускать огромную-огромную стрелку. И на этой стрелке такой цветок, довольно-таки длинный, большой, пушистый, как будто бы вот хвост лисы. Так и называется лисий хвост. Вот такой у нас интересный житель Святой Земли. Вот такой экземпляр лисьего хвоста, а официальное его название средиземноморский лук, нам попался по пути. Стрелка цветка сохранилась еще с осени, и по ней можно понять, какая же высота этого цветка. Мой рост 1,84 м. Было такое время, когда я с удивлением узнала, что есть источники, утверждающие, якобы Рождество Христово не могло произойти зимой. И здесь идет ссылка на пастухов и стада, которые якобы из-за холодов не могли пастись в зимнее время. Посмотрите на эту зиму. Посмотрите на эту зеленую траву, которая является опровержением этому утверждению. Сколько зелени, сколько травы. Самое время выгонять на пастбища овец и коз, что сейчас, собственно, и происходит. В нашем приветствии Лариса упомянула новогодние, рождественские и предрождественские дни.
И многим это может показаться странным и совсем непонятным. Давайте немного коснемся этого вопроса. У всех на слуху юлианский календарь, григорианский календарь. Все об этом знают и все слышали. Рождество католическое 25 декабря, православное Рождество 7 января. Кстати, православное Рождество все-таки тоже 25 декабря. И в этом отличий нет. Есть отличия в календарях. Иисус Христос родился в то время, когда Рим жил по новому календарю, введенному 1 января 45 года до нашей эры Юлием Цезарем. Это знаменитый и знакомый нам юлианский календарь. Еще в 45 году до новой эры Юлий Цезарь в своем календаре установил 25 декабря как день зимнего солнцестояния. А день весеннего равноденствия приходился тогда на 25 марта. В этом календаре за основу было взято и слегка округлено время, за которое Земля делает полный оборот вокруг Солнца. И это 365 дней и почти 6 часов. Обращаю ваше внимание на слово «почти». За 4 года эти оставшиеся почти 6 часов складывались в 24. Еще одни дополнительные сутки. Такие годы, как все знают, называются высокосными. Казалось бы, все ясно и понятно. Чем плохо? Но есть одно «но». Календарный год длиннее астрономического на 11 минут секундами. Помните, почти 6 часов. В астрономическом календаре это 5 часов 48 минут. Есть еще секунды. А в юлианском это время округлили до 6 часов. Вот из-за этой разницы между календарным и астрономическим, или еще его называют тропическим годом, такие явления, как весеннее равноденствие или зимнее солнцестояние, например, через какое-то время перестают совпадать с календарными датами. И это происходит через 128 лет. За 128 лет появляется разница в один день. На Никейском соборе в 325 году нашей эры юлианский календарь был принят для всего христианского мира. По постановлению этого собора равноденствие обязано было навсегда приходиться именно на 21 марта, как это было в год собора. Важно, что с этой датой и с этим явлением природы связан расчет Пасхалии. Но через несколько веков стало ясно, что весеннее равноденствие давно уже не совпадает с 21 марта. И к 16 веку разница уже составила аж 10 дней. По юлианскому календарю момент равноденствия должен был наступать 21 марта. А в реальности он наступал уже 11 марта. Разницу, конечно, заметили гораздо раньше, ведь каждые 128 лет идет сдвиг на один день. И, наконец, Папа Римский Григорий XIII объявил конкурс на лучший проект нового календаря. А в 1582 году Папа издал специальную буллу, Папа Григорий XIII, по которой счет дней был передвинут на 10 суток вперед. И пятницу после четверга, 4 октября, надо было считать не 5, а уже 15 октября. Этим была исправлена ошибка в 10 дней. И весеннее равноденствие в этом году наступило опять 21 марта. Не все страны сразу приняли это нововведение. Да, только 4 государства поначалу переходили на новый календарь, григорианский, постепенно. Были даже и бунты. Например, купцов Риги. Из-за потери 10 дней нарушились их сроки поставок. А при переходе Британии на новый стиль через 2 столетия уже набежало 11 дней разницы. Банкиры не стали платить налоги по новой дате, так как пропали положенные им еще 11 дней. И даже были протесты под лозунгом «Верните нам наши 11 дней». Британцы не хотели стареть на 11 дней. Сейчас у нас разница между юлианским и григорианским календарями составляет 13 дней. За 400 лет с основания нового календаря набежало аж еще целых 3 дня. Русская православная церковь и еще несколько церквей не приняли григорианский календарь и ведут отсчет праздников все-таки по юлианскому календарю. На это есть немало причин, но говорить об этом мы не будем. Григорианский же календарь является международным стандартом. И на этом с календарями закончим.
Обратите внимание на удивительное сочетание. За мной горы Иудейской пустыни и замечательные сосны прямо посреди Иудейской пустыни. Посмотрите, какие они чистые после дождя, пушистые и красивые. А здесь прямо ощущаю себя как будто в сосновом бору. Посмотрите, какая чудесная полянка молодых сосенок нам встретилась на пути. И очень здорово осознавать, что сосна уже развивается в живой природе самостоятельно. Ведь мы в северной части Иудейской пустыни. А ты знаешь, что в России недалеко от города Санкт-Петербурга есть тоже город с названием Сосновый Бор. И мы с Ларисой хотим передать всем жителям и нашим зрителям из города Соснового Бора большой привет. Прямо из северной части Иудейской пустыни. Прямо из нашего Соснового Бора, петербургского Соснового Бора. Настоящему Сосновому Бору. Просто сердце радуется из-за того, что у нас сосны стали развиваться самостоятельно. Я просто раньше даже этого не видела. Это не посаженные, это именно дикие сосны. Угу. Вот эту крошечную сосенку малыша мы обязательно должны спасти. Поднять ее, А ну-ка вот подкрепить. большой камешек. А Лариса, вот возьми. операция по спасению Да, сосенки малыша. Это замечательно будет. Потому И что мы вверх должны в возьми. Израиле, Вот в еще общем-то, камешек. Угу. Беречь и спасать каждая растеница, которая с таким трудом здесь Выживает выживает. в жаре, особенно летом. Еще. Тоже вот эти. Вот так. Буквально в 1,5 метрах от спасенной сосенки я нашла то, что уже давным-давно искала. Целую гору сосновой коры. Она необходима мне для моих орхидей. Как будто в благодарность за спасение сосны я получила в подарок от Соснового Бора. Мы очень любим с Ларисой эти живописные места. Здесь достаточно просто надышаться свежим воздухом. И сразу возникает замечательное, хорошее зимнее настроение. Всем огромный привет! Позади меня открывается потрясающая панорама с холмами и величественными горами Иудейской пустыни. И кто знает, возможно, именно здесь, где мы сейчас стоим, проходили волхвы. Ведь они шли с востока, оттуда, через Иудейскую пустыню, в сторону Вифлеема. Вот за мной вы видите серпантинную дорогу, спускающуюся вниз. Как раз на дне этого ущелья проходил один из древних караванных путей через Эн-Прат, то есть древний Ефрат библейский. И вполне вероятно, что те знаменитые мудрецы могли выбрать именно этот путь, потому что здесь круглый год есть питьевая вода. Это наше предположение. Но это очень важно, и в античном мире все шли по источникам воды. Совершенно верно. Какое бы время года мы не проходили мимо этой пещерки, вспоминаются волхвы, пастухи и Рождество. А поначалу в ранних христианских общинах День Рождества Иисуса Христа вообще не отмечался отдельно. Празднование соединялось с Днем Крещения или Богоявления. Но есть два древнейших исторических документа От 211 2011 года. И там указано, что Христос родился в среду 25 декабря в 42 год правления Августа. А официально эта дата 25 декабря была утверждена в 337 году Папой Римским Юлием I. Таким образом, он объединил христианский праздник с Днем Зимнего Солнцестояния, который занимал важное место в культуре древних времен. 25 декабря – это дата, когда римляне праздновали день рождения непобедимого солнца, день рождения богов. А по поводу определения точной даты Рождества есть невероятное количество гипотез, основанных и на седьминах пророка Даниила, и на движении небесных светил. И на привязке евангельских событий к историческим лицам и историческим событиям, которые фигурируют в Евангелиях. Вспомним, например, перепись Квириния, Кесаря Августа. 15-й год правления Тиберия. Понтия Пилата вспомним в конце концов.
Эти исторические лица и события фигурируют и во многих других датированных источниках. А еще Рождество Христово вычисляли по благовещению святого праведного Захарии. Предполагается, он был первосвященником и получил благовестие о зачатии Иоанна Предтечи в святая святых. А туда мог зайти только первосвященник и только раз в году в Йом-Кипур, день всепрощения, а это был конец сентября. Через 6 месяцев благовестие получила Дева Мария, и это был март. А еще через 9 месяцев в конце декабря родился в Вифлееме Иисус Христос. Как бы там ни было, доподлинно известной даты рождения Иисуса Христа мы не знаем. И ни историки, ни астрономы не могут ее точно определить. Еще чуть официальная история. По поручению Папы Римского Иоанна аббат Дионисий Малый составлял пасхальные таблицы, взяв за новую точку отчета год Рождества Христова, который и сам вычислял. От этой даты Рождества Христова, вычисленной Дионисием, на основе лунных и солнечных циклов и пошло начало новой эры. Отсчет дней от Рождества Христова. Дату установили в 525 году. И хоть прошло всего 5 веков, Дионисий все же ошибся на несколько лет. Поэтому, если кто-то еще задается вопросом, а почему дата смерти Ирода Великого относится к 4-му году до Рождества Христова, а согласно Евангелию Христос родился во дни Ирода, то вот вам ответ. Есть ошибка в исчислении даты Рождества. Из тех давних времен история донесла до нас даты великих битв и сроки жизни великих царей. А богочеловек родился в условиях, отличных от мирского величия. Не в славе, а в немощи. Бог стал одним из нас. Его почтили безмолвные животные пастухи, а еще полуязычники волхвы. Но подлинность Рождества утверждается верой и готовностью принять младенца Христа. Ведь идея всей евангельской истории Рождества в принятии. Принять Бога в свои сердца и вместе с Ним преображать себя и наш такой сложный мир. А еще наш мир и очень красив. Любуйтесь этими зимними израильскими розами, которые мы собрали для вас на нашей улице. Живите с любовью и будьте сами любимы. Дорогие наши православные подписчики и друзья, поздравляем вас с великим 12-м праздником Рождества Христова. С Рождеством! И в подарок мы вам дарим песню, которая называется Ночь Рождества. Скрывает мгновение. Жизнь продолжает свой нелегкий извилистый путь. Время тревожит дорогу сомнения. Свет дарит силы, чтобы вновь не уснуть. Небе поют здесь чудесным напевом, остывем добрым дарят мелодии свет. Вдоль гор с востока идут мудрецы по пустынным пределам. Светит в пустыне звезда, вновь давая ответ. Ночь разделяет миг ожиданий. Сумрак оттаял в ночной тишине. Ветер несется холодный.
отчаяния просит у неба защиты себе. Ангелы в небе поют здесь чудесным напевом, пастырям добрым дарят мелодии свет. Вдоль гор с востока идут мудрецы по пустынным пределам, светит в пустыне звезда, вновь давая ответ. Каждый теперь озарен светом знаний, звезды раскрыли дорогу вновь к миру чудес. Солнце приходит с востока и дарит нам радость. Ночь Рождества открывает тайну небес. Ангелы в небе поют здесь чудесным напевом, пастырям добрым дарят мелодию свет. Вдоль гор с востока идут мудрецы по пустынным пределам, светит в пустыне звезда, давая ответ. Солнце приходит с востока и дарит нам радость. Ночь Рождества открывает тайну небес. Солнце приходит с востока и дарит нам радость. Ночь Рождества открывает тайну небес. С вами были Павел и Лариса Платоновы. Будьте все счастливы и благополучны. Оставайтесь с нами. До новых встреч!